Добрый день, дорогие друзья! С вами новости русского Нью-Йорка. Я Малка Шахар. Сегодня веду беседу с Константином Боровым. Сегодня 17 сентября 2019 года. С трагических событий 2001 года, 11 сентября, прошло уже 18 лет. И сегодня мы хотим поговорить, снова вернуться к событиям 18-летней давности, может быть, даже 20-летней давности. Недавно удалось узнать о том, что вы предупреждали власти Соединенных Штатов Америки о готовящемся теракте, о страшном теракте. Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями, своими воспоминаниями об этом? В 1999 году, за 2 года до этих событий в Нью-Йорке, в Москве такой новый политик Владимир Путин, бывший директор ФСБ, премьер-министр уже к тому времени, начал движение по направлению к президентству. И в России, в Москве, в Волгодонске начали взрываться дома. Вот. И это показалось странным очень многим людям, такое совпадение. И я тогда был депутатом Государственной Думы. Ко мне неожиданно обратились 2 офицера ЦГРУ, разведывательное управление, военная разведка, которые сказали, что у них есть очень ценная информация, они мне, как депутату Государственной Думы, хотят ее передать. И эта информация касалась того, что ФСБ организует взрывы домов для того, чтобы создать такую нервную обстановку в стране, обстановку, в которой простые граждане начали бы прижиматься к власти, к силовикам, и обстановка, которая позволила бы Путину, представителю этих силовиков, прийти к власти. Вот я провел соответствующую пресс-конференцию, которая вызвала очень негативную реакцию. Средства массовой информации не публиковали эти материалы, а ближайшее, так сказать, окружение, мое представители, демократической общественности, осудили меня, и Валерию Ильиничну Новодворскую, которая меня, естественно, поддержала, что мы выступаем против известного демократа, ученика Анатолия Собчака, любимого ученика Анатолия Собчака. Вот, и мы по существу хотим, чтобы к власти пришли коммунисты. Вот такая позиция была. Вот. Тогда это казалось очевидным очень многим. Борис Немцов мне звонил, многие известные демократы. Борис Абрамович Березовский убеждал меня в том, что Владимир прекрасный человек и, самое главное, управляемый. Володя Гусинский через Малашенко сообщил, что у меня очень непатриотичная позиция, я выступаю против сохранения демократии в России. У меня очень, как он тогда сформулировал, не национально ориентированная позиция. Вот. И шла избирательная кампания, заблокировала мне выступление на НТВ, на «Эхе Москвы». Вот. А когда я начал разбираться с этими ребятами, готовить пресс-конференцию, неожиданно они выкатили такую информацию, которая мне показалась какой-то немного абсурдной. Они начали рассказывать о некоем
Бен Ладене, который готовит серию террористических актов на территории Соединенных Штатов. Вот. Причем было четко, тогда они сформулировали, что готовятся пилоты для того, чтобы гражданскими самолетами торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Но надо понимать, что за 2 года до 9/11 это казалось абсурдом. У меня были очень хорошие отношения тогда с послом, с политическим секретарем. Я при случае рассказал об этом. Они сказали, что это необходимо обязательно передать представителю ФБР в посольстве. Мы с ним встретились, закрытая комната, секретная. Значит, я ему все это рассказал, показал записи, потому что сами ребята отказались, естественно, сотрудники ГРУ, 2. Вот. И он сказал тогда, что это необходимо передать руководству ФБР, что это не его уровень. Вот. И мне как раз предстояла поездка в Соединенные Штаты. Я поехал, встретился с заместителем директора ФБР. Меня свел один из знакомых конгрессменов. И в подвале одной из гостиниц, все это было организовано очень, так сказать, секретно. Я рассказал всю эту историю, передал какие-то подробности, документы. На встречу, чтобы меня потом не обвинили в том, что я неправду говорю, я пригласил одного из свидетелей моей беседы вот с этими грушниками. Это известный режиссер, он тогда тоже был случайно, так получилось, в Вашингтоне. И вот на этой встрече мы рассказали о том, какая у нас есть информация. Но вы должны понимать, что эта информация, она сейчас очевидна, понятно, но тогда она звучала абсурдно, звучала как бред сумасшедшего. На гражданских самолетах террористы планируют торпедировать небоскребы в Соединенных Штатах Америки. Вот. Я понимаю, почему они к этому отнеслись, с недоверием, что ли. Тем более, что тогда у меня был имидж такого противника Путина, такого радикального демократа, соратника Валерии Ильиничны Новодворской, мы дружили очень. Вот. И чуть позже, еще до 9/11, я выступал в Конгрессе Соединенных Штатов на одних из слушаниях и тоже говорил о возрождении империи в России. Тоже конгрессмены относились к этому с серьезной долей недоверия. Вот. Там была еще одна очень важная информация, которую я пытался донести до ФБР и до ЦРУ, по-моему, там были представители ЦРУ тоже на этой встрече, что вот эта подготовка терактов на территории Соединенных Штатов, в ней активное участие принимают российские спецслужбы. И вот это окружение Бен Ладена тогда, так его фамилия произносилась, еще не было американского Бин Лейден, да? Вот. И что в его окружении, в ближайшем окружении, очень много сотрудников российских спецслужб. И вообще это проект
если не придуман на территории России, то уж во всяком случае исполняется с помощью специалистов российских спецслужб. Вот эту информацию тоже донести не удалось, и более того, даже после 9/11 я выступал где-то в 2003 году на слушаниях в Конгрессе и тоже говорил о возрождении империи российской, которая в конце концов будет представлять опасность для Соединенных Штатов. Тоже, в общем, к этому конгрессмены относились с серьезной долей недоверия, потому что всем казалось, что в России к власти пришел известный демократ Владимир Путин, сторонник рыночной экономики, сторонник демократии. А информация о том, что в его окружении там одни КГБшники, я помню, один из послов, я был уже в 2001 году главным редактором журнала «Америка» и очень активно продвигал, так сказать, ценности американские в этом журнале. И вот один из послов мне сказал, что вы пытаетесь испортить наши отношения между окружением Путина и Соединенными Штатами. Это недопустимо. И журнал «Америка» фактически в 2005 году, как проект, был закрыт. Перекрыли поступление от рекламы. Этот посол перекрыл. И, как говорили тогда, превратил Спаса Хаус, свою резиденцию, в клуб бывших сотрудников КГБ. Доминировала тогда идея, что ЦРУ и КГБ вполне могут договориться, у всех прагматичные интересы. Вот. И идея о том, что в России возрождается империя, она была очень непопулярна. Я помню, председатель Комитета по безопасности Конгресса Соединенных Штатов похлопал меня по плечу после моего очередного выступления в Конгрессе и говорил, что Константин, прекрати. Холодная война закончилась. Мы победили, и вы победили. Демократия победила. Значит, ты напрасно волнуешься. В России больше никогда не будет коммунистической диктатуры. Вот. И в общем так, посмеивался надо мной, когда я говорил о возрождении российской злобной империи, которая, в общем, будет создавать большие проблемы для Соединенных Штатов. Вот, и он мне сказал: Константин, я нанял 6 сотрудников новых, Комитет по безопасности Соединенных Штатов. Это бывшие сотрудники КГБ, очень хорошие ребята. Это 2003 год. И я ему тогда же объяснил, что это не он нанял сотрудников КГБ, это сотрудники КГБ наняли его, конгрессмена американского, для своих целей. Но тоже он мне не поверил. Вот. Так что вот это главная информация, которую я продвигал. Взрывы, да, тоже, это теракт, это тоже важная информация. Но главная информация касалась, конечно, действий российских спецслужб. Она не была услышана. И, насколько я понимаю, не была услышана, до сих пор не услышана, к сожалению. То есть де-факто понимание того, что
российские спецслужбы сегодня очень радикально оппонируют, противостоят Соединенным Штатам Америки, и Путин, и его окружение, де-факто это понятно. Но то, что это началось еще в 2000 году, сразу после прихода Путина к власти, на самом деле даже до прихода Путина к власти, потому что до того, как он стал президентом, до того, как он стал премьером, до того, как он стал директором ФСБ, так сказать, он участвовал в разработках вот этих самых антиамериканских серьезных разработках разведывательных, террористических по существу, если называть вещи своими именами. Вот. И это опасность, с которой Соединенные Штаты столкнулись не сейчас. Сейчас, это очевидно, они столкнулись с этим, начиная с момента прихода Путина к власти. Большое спасибо за то, что вы поделились этой информацией. На самом деле сегодня живы жертвы, семьи погибших в башнях-близнецах. В нашей русскоязычной общине тоже, к сожалению, есть люди, которые потеряли своих близких в этой трагедии. И я думаю, что сегодня им хотелось бы получить ответы на вопросы, кто же все-таки повинен в этом. И никогда не поздно, я думаю, что у подобных преступлений нет срока давности, никогда не поздно поднять эту тему. И большое спасибо, что вы поделились этой информацией и в очередной раз рассказали людям, что происходит. К сожалению, Америка действительно давно, на протяжении многих лет, так себя ведет, как страус, пряча голову в песок. Я думаю, это по-другому называется. Это называется беспечность. Беспечность, которая позволяет, в общем, силам зла доминировать в международных отношениях, доминировать создавать, в общем, террористическую опасность, в том числе для Соединенных Штатов, я уж не говорю обо всем остальном мире. И то, что произошло в Украине, и то, что произошло там в Грузии, я имею в виду войну 2008 года, и то, что происходит сейчас в Европе, во многих странах, где с помощью коррупции Кремль продвигает свои интересы и продолжает на самом деле подпитывать вот эти террористические организации, активно подпитывать Иран, Северную Корею, Сирию, там африканские страны, там устанешь загибать пальцы. Вот. И то, что это у Кремля получается, это очень плохой признак беспечности. На самом деле, тут не только беспечность, тут очень много факторов, в том числе и продажность американских политиков. Если мы возьмем Хиллари Клинтон и Билла Клинтон, мы знаем, что Клинтон Фаундейшн получал деньги, гранты из России. Билл Клинтон, прочитав лекцию, получил $500 000. Хиллари не гнушалась, продавала залежи урановых руд, 20% она продала России. То есть мы можем смело говорить и о финансовой части, то есть о коррупции, о продажности американских политиков в том числе. И у нас в Нью-Йорке есть факты, мы знаем, мы об этом говорили. Вся проблема в том, что Путин скупил средства массовой информации, в том числе и американские средства массовой информации. Они работают на него, они создают ему имидж белого и пушистого. Если вы пройдете по улице любого города в Америке, вы спросите, кто такой Путин, вам 90% людей скажут: о, это хороший парень.
Ну вот, это наша задача сегодня, так сказать, дать полную информацию о том, что такое сегодняшняя Россия, что такое сегодняшний Путин, и насколько это опасно и будет оставаться опасным в ближайшем будущем. И не только со стороны, так сказать, России, но и со стороны там стран и организаций, в которые пустила свои щупальца российская разведка, российские спецслужбы. Это и палестинские террористы, это и сирийские террористы, и иранские, и севернокорейские, и многие-многие другие, к сожалению. Ну, я вижу, что это зона нашей ответственности. Если мы обладаем этой информацией, и мы что-то понимаем и знаем, то мы просто обязаны говорить об этом. И наше дело говорить. А солнце может и не всходить. Как отреагирует общество, потому что мы должны контролировать эту ситуацию, и мы должны трясти своих политиков, чтобы они принимали какие-то меры. Сегодня, на самом деле, Конгресс США и президент США, отношения не такие безоблачные с Россией, но остается этот страх и желание не вмешиваться ни во что так будет лучше. Но на самом деле, пока эту грязь не уберешь, не решится проблема. Воздух чище не станет, и окружающая действительность не станет безопаснее.